Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об обезьянах. Что мы знаем о них? Многие видели обезьян и скажут, что они бывают разные. Гориллы, мартышки, павианы, шимпанзе. И все они кого-то напоминают. Скорее всего, соседа по парте. Или еще кого-то, кто ведет себя неподобающим образом. Но только не себя любимого. Я звучит гордо. Я человек, а не какая-нибудь обезьяна. Не то что сосед, который кривляется. И среди взрослых людей на протяжении веков постоянно идут споры. Кто от кого произошел, человек от обезьяны или обезьяна от человека. Но так ли это? А кто-то вообще об этом думать не хочет. Полностью доверяя теории о происхождении человека, таким какой он есть, богам. Правда, тоже в свое время придуманными людьми. Причем у разных народов он свой, а иногда и не один десяток. И создавали они людей все живое по-разному. И на самом деле информации немного. А хотелось бы больше узнать об обезьянах поподробнее. Какие они бывают, где живут, что жуют. И как так получилось, что человек разумный на них так похож, а неразумный еще больше. Обо всем об этом здесь и сейчас мы поговорим поподробнее. Поехали! Приматы – это отряд плацентарных млекопитающих. Четвертый по количеству видов отряд млекопитающих после грызунов, рукокрылых и насекомоядных. И действительно, этот отряд не маленький. 19 семейств, 84 рода и около 500 современных видов приматов. Ранее отряд приматов разделяли на два подотряда – полуобезьян и обезьян. Полуобезьяны характеризовались признаками, характерными для древних приматов. В этот подотряд включали лемуров, лариобразных, галага и долгопятов. Обезьяны были представлены всеми остальными высшими приматами, в том числе человекообразными и людьми. В последнее время приматов классифицируют на подотряды макроносых и сухоносых, причем последнему относят долгопятов и, собственно, обезьян, обезьянообразных. Почему долгопяты перешли из одного подотряда в другой? Очень интересно, и о них мы обязательно поговорим отдельно. Но сегодня нас интересует именно подотряд обезьян или обезьянообразные. Обезьянообразных делят на широконосых или обезьян нового света, обитающих в Южной и Центральной Америке, и узконосых или обезьян старого света, живущих в Африке и Евразии. Узконосые обезьяны, в свою очередь, делят на обезьян старого света и человекообразных обезьян. Но как они появились? Примерно 65 миллионов лет назад, сразу после вымирания динозавров, в тропических лесах древнего суперконтинента жили крошечные насекомоядные ночные зверьки. У них уже были хватательные лапы, подвижные плечи и зачатки бинокулярного зрения, известные как плезиодопиформы. Они не имели многих черт, характеризующих современных приматов. Но что важно, их зубы были очень похожи на зубы лемуров, обезьян, человекообразных обезьян и людей. Указание на то, что они были тесно связаны с прямыми предками всех современных приматов. Где-то около 55 миллионов лет назад приматы разделились на две большие ветви – полуобезьяны и обезьянообразные, или высшие приматы, в том числе и мы. Они уже имели все характерные черты: большие глаза, хватательные руки с ногтями, улучшенное зрение и уменьшенное обоняние. Со временем древние обезьянообразные стали расходиться по разным уголкам планеты. Медленно, поколение за поколением, они шли за солнцем, за пищей, за тенистыми кронами деревьев. Кто-то остался в тенистых лесах Африки, кто-то двинулся на восток, в еще неведомую Азию, а кто-то оказался за океаном, в диких землях, где теперь шумят леса Амазонии. Парадокс, но наиболее вероятная гипотеза, что предки обезьян нового света приплыли из Африки через Атлантический океан. Звучит дико, но тогда Атлантика была уже гораздо уже, чем сегодня, и между Африкой и Южной Америкой были плавающие острова растительности, что доказано по палеоботаническим данным.
Так, примерно 40 миллионов лет назад, когда континенты уже начали приобретать привычные нам очертания, древние обезьянообразные разошлись на два великих эволюционных пути. Так, в Южной Америке началась история широконосых обезьян, а те, кто остался в Африке и Азии, развились в узконосых обезьян. И наша задача – посмотреть и на тех, и на тех. И, конечно же, не забудем про человека. Начнем с широконосых обезьян. У них у всех широко расставленные ноздри, направленные в стороны. Это их главный визуальный признак. Именно отсюда и название. В отличие от узконосых, у которых ноздри сближены и направлены вниз, как у людей и мартышек, у них ноздри смотрят в стороны. У многих видов этого подотряда хвост выполняет роль пятой конечности. Он сильный, цепкий, с голой хватательной подушечкой на конце. Некоторые обезьяны могут висеть на хвосте, как на турнике. У широконосых обезьян зубная формула 2-1-3-3. Кто не знал, зубов 4 типа. Резцы, клыки, малые премоляры и большие моляры коренные. Это значит, что в каждой половине челюсти, справа и слева, у широконосой обезьяны 2 резца, передние зубы для захвата пищи, 1 клык, острый зуб, может использоваться в обороне или для демонстрации силы, 3 малых коренных премоляра для перетирания пищи и 3 больших коренных моляра для мощного раздавливания и перемалывания. Итого на одной стороне верхней или нижней челюсти 9 зубов, а всего у животного 36 зубов. Это кажется мелочью, но в эволюции такие детали говорят о многом. И еще широконосые обезьяны небольшие или очень маленькие, в отличие от узконосых. Всего 5 семейств. Это игрунковые, капуциновые, ночные обезьяны, саковые и паукообразные обезьяны. Игрунковые обезьянки – самые маленькие среди обезьян. У себя же на родине в Центральной и Южной Америке эти обезьянки предпочитают густые леса, высокие деревья, с которых почти никогда не спускаются на землю. Игрунковых обезьянок более 50 видов. Это игрунки, мармозетки и тамарины. Это самые маленькие представители отряда приматов, и их тело редко превышает 20 см в длину, если без хвоста, а вес от 100 до 600 грамм. Карликовая игрунка и вовсе считается самой маленькой обезьяной на планете, весит около 110 грамм и уместится на ладони взрослого человека. Игрунковые – это обезьянки с весьма нестандартными признаками, которые выделяют их среди прочих широконосых. У них когти вместо ногтей на всех пальцах, кроме большого. На этих пальцах у них, как и у человека, имеется плоский ноготь. Это уникальное для приматов явление, связанное с их древесным образом жизни и необходимостью цепляться за вертикальные поверхности. Удлиненные резцы, особенно у мармозеток, адаптированы к прогрызанию коры деревьев, важнейший элемент их рациона, а также отсутствие хватательного хвоста, в отличие от многих других широконосых обезьян. Их хвост пушистый, длинный, но служит только для балансировки. Игрунковые обитают исключительно в Южной и Центральной Америке, преимущественно в бассейне Амазонки и приатлантических лесах Бразилии. Они строго древесные животные, редко спускающиеся на землю, предпочитающие густые кроны, где могут прятаться, прыгать, искать пищу и воспитывать потомство. Большинство игрунковых – гомиворы, то есть потребители растительной камеди и древесного сока. Они грызут кору с помощью специализированных зубов, чтобы добраться до богатого углеводами сока. В дополнение к этому они охотно поедают нектар, фрукты, насекомых и их личинок и мелких позвоночных. Для таких крошечных приматов они демонстрируют удивительно развитую социальную коммуникацию. Причем не просто «привет, опасность», а гораздо тоньше. Игрунки издают целый репертуар звуков, от ультразвуковых писков до громких трелей сигналов тревоги. Ученые различают до 20 типов звуковых сигналов в арсенале одной группы. Игрунки выражают эмоции и намерения с помощью мимики, положения ушей, поворота головы, позы тела и даже пушистости хвоста. Они внимательно следят друг за другом, и их поведение мгновенно отражает настроение всей группы. Можно сказать, что у игрунок тело тоже говорит, и говорит немало. Игрунки также метят территорию, оставляя записки друг другу о себе, о границах, о семейной принадлежности. Контакт – важнейшая часть жизни игрунки.
Они часто обнимаются, лижутся, чистят шерсть друг другу. Даже между самыми молодыми членами группы игры, мягкие укусы, гонки и валяние в листве. Это тоже способ общения. Телесный, живой, эмоциональный. Игрунковые живут в небольших семейных группах от 4 до 15 особей. Одна из уникальных черт этого семейства – кооперативное воспитание потомства. Все они очень миролюбивые обезьянки, никогда не дерутся по-настоящему. И даже когда молодежь затевает легкую потасовку, взрослые немедленно разнимают дерущихся. Доброта и какое-то доброжелательство этих зверушек проявляется во всем, в том числе, конечно, и в заботе о потомстве. Своих крошечных детенышей эти обезьянки постоянно ласкают, пестуют, причем особенно этим отличаются отцы и ближайшие родственники. Они вообще берут на себя всю заботу о малышах, постоянно носят их на себе и расстаются с ними лишь на то время, когда мама кормит детеныша. А это капуцины. Капуцины прозваны так за свою внешность, точнее за пучки волос на голове, несколько напоминающие монашеский головной убор. Капуцин переводится как монах с капюшоном. Они населили леса от Гондураса до Боливии и Бразилии, освоили разные экосистемы, от дождевых лесов Амазонии до сухих саванн. Семейство включает в себя два рода. Первое – это беличьи обезьяны или саймири. Второе – это так называемые настоящие капуцины. Беличьи обезьяны самые подвижные. Они живут большими группами, почти всегда находятся в движении и издают характерные звонкие звуки. Но при всей внешней суете они демонстрируют слаженную координацию, быстро реагируют на угрозы и умеют выбирать оптимальные маршруты перемещения в кронах. Почему они так называются, сказать трудно. На белок они похожи разве что размерами да подвижностью, но по веткам в отличие от белок не прыгают, а только бегают. А вот почему эти обезьянки названы еще и мертвоголовыми, сказать можно сразу. На мордочках у них рисунок, несколько напоминающий череп. Совсем другой характер у капуцинов рода цебус. Это обезьяны, которые чаще всего называют интеллектуалами тропического леса. Их поведение отличается более высоким уровнем осмысленности. Они могут подолгу рассматривать предмет, экспериментировать, искать нестандартные способы получения пищи. В группах капуцинов можно наблюдать поведенческое обучение, когда молодые особи перенимают способы действия у взрослых. Капуцины крепкие, мускулистые, с короткой мордочкой и хорошо развитыми челюстями. Именно они чаще всего демонстрируют использование орудий в дикой природе. В отдельных популяциях зафиксированы поразительные случаи, когда обезьяны используют камни для раскалывания орехов, палочки для извлечения насекомых, листья для обработки ран или отпугивания паразитов. И социальная структура у капуциновых сложная. Капуциновые живут колониями или стадами. Целыми днями они кормятся, играют или занимаются грумингом друг друга. Все члены стада заботятся о детенышах и в случае опасности бросаются на выручку. Предводителем стада является высокоранговый самец, однако он не претендует на всех самок, которые вольны выбирать любого самца в своем стаде. Чем многочисленнее группа, тем успешнее она может противостоять естественным врагам, орлам и другим хищным птицам. Поддерживаются долгосрочные отношения, формируются альянсы, бывают конфликты и примирения. Обезьяны общаются с помощью вокализации, мимики, телесного сигнала и груминга. Груминг, в частности, не просто удаление паразитов, а способ укрепления социальных связей. Из всех приматов нового света именно капуцины демонстрируют наибольшую гибкость в поведении. Ночные обезьяны, мерикины или дурукули. Изящные мелкие цепкохвостые обезьянки с тонким телом, округлой головой и короткой конической мордочкой. Распространены дурукули от Никарагуа на юг до северо-восточной Аргентины и от Гвианы и Бразилии до Перу и Эквадора. На мордочке растут редкие волоски. Глазницы необычайно большие, глаза очень крупные, сильно выгнутой роговицей. Наружные носовые отверстия у ночных обезьян расположены близко друг к другу. Хвост длинный, густо покрытый волосами, нехватательный. Слово «дурукули» от латинского означает «безухая» и связано с тем, что у этих обезьян почти не видно ушей. На самом деле они скрыты под мехом, и с ушами у них все в порядке. И слух у них отличный.
особенно ночью, а в районе подбородка имеется специальный мешок, который резонирует голос. И он у них очень громкий. Частотный диапазон от 190 до 1950 Гц, что связано с расширением трахеи и наличием этих горловых воздушных мешков. Могут издавать звуки, похожие на голос кошки, ягуара и собаки. Активность у всех видов, кроме азарской мерикины, строго ночная. В отличие от многих других приматов, у них бинокулярное зрение хорошо развито даже в темноте, хотя у них нет топетума, отражающего слоя. Сетчатка богата палочками, что дает прекрасную чувствительность к тусклому свету. Зрение мерикина в сумерках в 5-10 раз лучше, чем у человека, но днем они почти ничего не видят. Они плохо переносят яркость, поэтому днем мерикины спят, тесно прижавшись друг к другу. Мерикины – одни из немногих приматов, у которых действительно встречается стойкая моногамия. Самец и самочка формируют долговременную пару, вместе живут, воспитывают потомство и даже выражают привязанность телесными контактами и взаимным уходом. Отец активно участвует в воспитании детеныша, он носит его почти постоянно, а мать подключается только для кормления. Но мерикины тихони по сравнению с ревунами. Они самые крупные среди обезьян нового света. Вес их может достигать 10 килограммов. Длина туловища около метра. Но ревуны еще и самые древесные среди американских приматов. На землю почти не спускаются. На деревьях же чувствуют себя прекрасно. Бегают по деревьям, делают трехметровые прыжки, подолгу висят на сучках, зацепившись только хвостом. А кроме всего прочего, ревуны еще и самые растительноядные обезьяны нового света. Так что отличительных и характерных черт у них много. Но прозваны эти обезьяны все-таки ревунами. Их узнают по голосу и узнают издали. Рев этих обезьян в лесу слышен за несколько километров. Сначала подает голос одно животное, затем к нему присоединяется второе, третье, и вот уже ревет все стадо. Мощные голоса сливаются, и над лесом стоит страшный всепоглощающий рев. Это проснулись ревуны, самые горластые обезьяны, а может быть самые горластые звери вообще. Но чтобы так реветь, надо иметь особые приспособления, и они у ревунов есть. Подъязычная кость очень сильно раздута и пуста внутри, это резонатор, а губы, которые обезьяна вытягивает, воронкообразный рупор. У ревунов сильный хватательный хвост, покрытый снизу голой кожей на кончике, почти как подушечка пальца. Они могут висеть на нем, оставляя руки свободными, могут хватать ветви и удерживать равновесие на большой высоте. Обычно ревуны живут небольшими стаями от 6 до 15 особей. В центре доминирующий самец, который отвечает за хор. В тропических лесах местные жители ориентируются по голосу ревунов, особенно на рассвете. Когда раздается их рев, значит пора вставать. И как тут не встанешь? Более спокойные – кааты. Это слово означает обезьяна с хвостом как рука. Когда каата висит, она использует и руки, и ноги, и хвост одновременно. Они относятся к паукообразным обезьянам. И все равно интересно, почему паукообразная? Конечности у паука 8, но кому-то все-таки показалось, что похоже. Скорее всего, потому что конечности у них очень длинные. У кааты нет большого пальца на руках, только 4 длинных изогнутых, идеальные крючки для передвижения по ветвям. И каата может гордиться своим хвостом, он у нее многофункциональный инструмент, хватательный, с голой кожей на кончике, способен выдерживать вес всего тела, может захватывать предметы, удерживать равновесие, да еще много чего. Кааты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех американских обезьян. У них сложное поведение, развитая память, способность к обучению, высокоорганизованная социальная структура. Несмотря на размеры до 9 килограммов, кааты двигаются почти бесшумно. Их передвижение – это бранчиация, раскачивание и прыжки с ветки на ветку с помощью рук. Они могут преодолевать до 10 метров одним прыжком, при этом не ломают ветви и двигаются почти бесшумно. А это миряки или брахителисы, одни из крупных приматов нового света и одни из самых редких и, пожалуй, самые грациозные среди тяжеловесов. Их еще называют южноамериканскими гиббонами. Причем считаются одни из самых миролюбимых приматов. Внутригрупповые конфликты у них редки, а при угрозе они предпочитают удалиться, а не вступать в прямую конфронтацию. Они листоеды. У них увеличенные отделы кишечника, позволяющие эффективно извлекать питательные вещества
вещества из целлюлозы. Они могут долго сидеть на одном дереве и есть не торопясь, тщательно пережевывая пищу. Не менее редкие шерстистые обезьяны. Эти массивные, покрытые густым мехом приматы кажутся неловкими, но на самом деле они виртуозы древесной акробатики и важнейшие распространители семян в экосистеме тропического леса. Их рацион на 95% состоит из фруктов. Они предпочитают зрелые плоды, мягкие листья, семена, иногда цветы. Они могут часами сидеть на одном дереве, питаясь без суеты, тщательно выбирая, что есть, а что оставить. Их пищеварение адаптировано к грубой клетчатке, желудок объемный, с ферментирующей микрофлорой. Но главное – поведение. Они двигаются медленно, но целеустремленно. В отличие от резких коат или скакучих беличьих обезьян, не прыгают быстро и, как ревуны, не ревут громко. В них ориентировка на стабильность и покой. Жаль, что эта стабильность не относится к их популяции, которая сократилась в половину за последние полвека. А это саки. Но не город и не народ. Это маленькие, либо средней величины приматы, живут преимущественно на севере и в центральной части Южной Америки. К семейству относятся 43 ныне живущих вида. Это прыгуны, какажао или уайкири, тити и, собственно, саки. Еще их называют лисьехвостыми обезьянами. У некоторых видов саковых хвост такой, что не у каждой лисы увидишь. Но с лисой их не спутаешь. Живут на деревьях, да и морда лица далеко не лисья, а особенно у лысого уакари. Величина представителей семейства колеблется от 23 до 57 сантиметров. Шерсть плотная, иногда даже лохматая, а ее окраска варьирует в зависимости от вида от черного и серо-коричневого цвета до белого. Части лица могут быть безволосые. Хвост, который используется не для хватания, а для баланса, полностью покрыт волосами. Саковые обитают только в Южной Америке. Саковые – всеядные животные, которые питаются, однако, преимущественно растительной пищей. У прыгунов основная часть питания составляет плоды, которые дополняются листьями и другими частями растений. Это были обезьяны Нового Света. А мы переходим к обезьянам Старого Света, Евразии и Африки. Обезьяны Старого Света делятся на два крупных семейства – мартышковые и человекообразные. Мартышковые, в свою очередь, делятся на два подсемейства – мартышковые и тонкотелые обезьяны. Первые являются всеядными животными с защечными мешками и несложным желудком, в то время как последние питаются преимущественно листьями, располагают сложным желудком и не имеют защечных мешков. К первому подсемейству относятся среди прочих мартышки, павианы, макаки и мандрилы, ко второму толстотелы, носачи и лангуры. И начнем мы с мартышек. Мартышки – это очень харизматичные и разнообразные обезьяны Старого Света, населяющие африканские леса и саванны, от миниатюрных карликовых мартышек до крупных и шумных зеленых. Эти приматы поражают своей сообразительностью, яркой внешностью и сложным социальным поведением. От вида к виду существенно варьирует внешность мартышек. Общими чертами рода являются близкорасположенные опущенные вниз ноздри. Эта особенность отличает их от широконосых обезьян. У некоторых мартышек мордочки напоминают собачьи. Подавляющее большинство являются обладателями длинного хвоста. И в отличие от сложившихся мультипликационных стереотипов, мартышки не используют его для того, чтобы качаться на ветках и прыгать с дерева на дерево. Но что точно, так это то, что все мартышки без исключения ведут себя очень активно. А мы посмотрим на некоторые виды мартышек. Это зеленая мартышка, пожалуй, самая узнаваемая. Их несколько видов. Цвет шерсти на спине зеленых мартышек варьирует от светло-желтого до темно-коричневого. Нижняя часть тела и шерсть вокруг мордочки светло-желтая. Морда и лапы безволосые, черного цвета. Кожа на брюшке синеватая. И у карликовых мартышек-верветок верхняя часть туловища покрыта серо-зеленой шерстью. Нижняя часть почти белая. У самцов окрас более светлый, чем у самок. Голова круглая. Мордочка полностью лишена волос. А вот мартышка Шмидта или краснохвостая мартышка имеет красновато-бурый окрас. Характерными чертами является черный треугольник в верхней части мордочки, белое пятно на носу и голубые обводы вокруг глаз. Выглядит обезьянка крайне экстравагантно.
Еще более потешно смотрится голуболицая мартышка. Кажется, что обезьянка нацепила на мордочку синюю маску, и под носом у нее красуются белоснежные усы. Зато рыжеухая мартышка выглядит очень элегантно. Если бы не забавные рыжие ушки, она вполне могла бы сойти за аристократку. Этому способствуют четкие границы окраса и воздушное белоснежное жабо на шее. Спина и плечи имеют буроватый оттенок. Брюхо белое, а мордочка отдает синевой с багряным отливом. Обезьянка выглядит очень опрятной и ухоженной. Уже из названия ясно, как выглядит краснобрюхая мартышка. У нее действительно красное брюхо при сером окрасе остальных частей тела. Мордочку украшают роскошные белые бакенбарды и борода. Белоносую мартышку легко отличить по крупному белому пятну на носу. Грудь у нее тоже белая, остальное тело черное. А если ночью нос к носу столкнуться с совино-лицей мартышкой, можно действительно подумать, что это сова. Этому способствует характерная форма головы, крупные глаза и продольная белая полоска на носу, напоминающая клюв. Не ищите у коронованной мартышки корону. Свое название обезьянка получила за полоски белой шерсти, которые растут над бровями и направлены вниз. Они создают впечатление, что на голове мартышки красуется головной убор наподобие короны. А это разноцветная мартышка Диана. У нее верхняя часть спины черная, задняя оранжевая, грудь, шея и борода белые. Мартышки – животные древесные. Во всяком случае, большую часть времени днем и всю ночь проводят на деревьях. Еду, правда, часто отыскивают на земле. Как и у многих других животных, у некоторых мартышек есть свои участки, но это не охотничьи или кормовые территории, а участки на деревьях, где обезьяны отдыхают, резвятся или проводят ночь. Из-за этих участков обезьяны часто устраивают шумные драки. Особенно громогласные скандалы бывают, когда одна стая вступит в спор с другой. Шума предостаточно. Самая маленькая из мартышек – карликовая или талапоин. Вес немного более килограмма. Длина ее треть метра. Живет эта обезьянка в заболоченных лесах Габона. Самым крупным из всего семейства является самец мандрил, длиной около 70 сантиметров и массой до 50 килограммов. Однако не все мартышки древесные жители. Вернее, среди них есть исключения. Это мартышки-гусары. Гусары живут в травянистых пустынях Африки и ведут исключительно наземный образ жизни. Они прекрасно бегают на 4 ногах, развивая скорость до 50 км в час и не торопятся забраться на деревья, если такие встречаются на пути. Даже в случае опасности. По деревьям они лазают неплохо. И если на участке, где живут гусары, а у каждой стаи в 10-15 голов свой участок площадью примерно около 20 километров, растут деревья, они проводят на них ночи. Правда, это вовсе не обязательно. Зато обязательно им все время видеть друг друга. Обезьяны постоянно держатся кучно, и если разбредаются в поисках пищи, то отходят одна от другой недалеко, оставаясь в пределах видимости. А это макаки, их около 20 видов, широко распространены в Азии и Африке, живут в тропических дождевых и горных лесах, ведут полуназемное, полудревесное существование. Среди макак наиболее известна макака резус. Ему человечество обязано открытием особого резус-фактора, определяющего несовместимость крови. Это довольно крупные обезьяны. Вес резусов достигает 18 килограммов. Очень энергичные, все время находятся в движении. Достаточно сильные обезьяны. Они могут оказывать сопротивление мелким хищникам, а если самцам приходится защищать самок с детенышами, то атакуют и крупных. Защищают они детенышей яростно, хотя отношение у обезьян Старого Света к потомству совсем иное, нежели у их американских родичей. Там в основном заботятся о потомстве отцы. У обезьян, живущих в восточном полушарии, матери. Отцы же могут отважно защищать их, но в остальном, в лучшем случае, позволят малышу приблизиться к себе и взять себе какой-нибудь лакомый кусочек. Но и это далеко не всегда разрешается малышам. Строгая иерархия, которая существует у обезьян Старого Света, предусматривает полное подчинение обезьян членам стада вожаку. Она существует и у яванских макак или крабоедов, живущих на побережье Восточной Индии, Бирмы, на Филиппинах и островах Малайского архипелага. И любопытны тем, что умеют ловко охотиться на крабов. Сидя на деревьях, они высматривают крабов, выбирающихся на берег. Затем спускаются с деревьев, осторожно подкрадываются к крабам с камнями в руках и с сильными ударами разбивают панцири.
И если яванские макаки интересны способом добывания пищи, то японские – манерой еды. Они обязательно моют пищу, прежде чем съесть ее. Вообще, японский макак – существо уникальное. Во-первых, на островах их уцелело мало, считают около 4000. Во-вторых, не очень ясно, откуда они появились на островах. В-третьих, очень любопытна их способность переносить суровые условия и низкие температуры. Впрочем, в этом отношении с ними может сравниться и медвежий или краснолицый макак. Он живет высоко в горах в Азии и нередко пищу добывает из-под снега. Название краснолицый ему дано не случайно. Лицо у него действительно красное, но только во время холодов. Когда тепло, оно становится бледным. Характерен хвост у этого макака. Короткий, толстый и как бы обрубленный. И у свинохвостого макака очень характерный хвост. Обезьяна даже название получила за то, что имеет коротенький, загнутый кверху, действительно свиной хвостик. Эта обезьяна легко приручается и очень сообразительна, поэтому ее часто используют местные жители для сбора кокосовых орехов. Ловко взобравшись по гладкому стволу, он не только добросовестно срывает орехи, что маленькой обезьяне не так уж и легко, он еще и выбирает спелые. И если у свинохвостого хвост какой-никакой имеется, то у варварийских макак он отсутствует. Варварийская обезьянка или магот занимает среди макак особое положение. Это единственные бесхвостые макаки и единственные обезьяны, обитающие в Европе. Водятся они, правда, и в Алжире, и в Марокко, и европейские макаки живут они лишь в одном районе на скалах Гибралтара. Несомненно, их родственники. Живут маготы в сосновых, кедровых и дубовых лесах, где питаются плодами, съедобными корнями, злаками, почками, побегами, семенами хвойных деревьев и некоторыми насекомыми. В горах Африки берберийские макаки всегда были довольно многочисленны. В Гибралтаре же вид оказался под угрозой вымирания в середине 20 века, когда диких животных осталось всего около 2 десятков. Однако принятые меры положительно сказались на увеличении популяции. С конца прошлого века начали появляться специальные охранные зоны для расселения маготов за пределами их естественного ареала. А это павианы. Их еще называют бабуинами или гамадрилами. Хотя это разные виды в одном роду павианы. Павианы распространены почти по всей Африке. Видели их на Аравийском полуострове. Самки и самцы павианов различаются в значительной мере своими размерами и телосложением. Самцы почти в 2 раза крупнее самок и имеют намного большие клыки, а также у некоторых видов и пышную гриву. Хвост павианов короче туловища и имеет изогнутую форму. Первая треть направлена вверх, а остальной хвост свисает вниз. Длина павианов колеблется от 40 до 1,10 м, при длине хвоста до 80. У самого крупного вида медвежьего павиана масса может достигать 30 килограммов. Для обоих полов характерна острая собакообразная мордочка, близко расположенные друг к другу глаза, мощные челюсти и густая жесткая шерсть. Окраска шерсти варьирует в зависимости от вида, от серебристо до коричневатой. Морда не покрыта волосами и окрашена в черный или розовый цвет. Безволосым является также и зад. У самок во время брачного периода он разбухает и принимает ярко-красный цвет. Павианы довольно медлительные и живут в саваннах, где нет естественных убежищ от хищников. В этих условиях они создали сложную структуру стаи, дающую возможность коллективной обороны. Павианы живут большими стаями и используют в общении до 30 звуковых сигналов, мимику и жесты. В стае множество глаз, наблюдающих за местностью. Если опасный хищник обнаружен вовремя, то его встречает авангард молодых самцов, выстроившихся вогнутым полумесяцем и отсекающим хищника от остального стада. Молодые павианы дерутся отчаянно и беспощадно, действуют сообща. Хищник оказывается в ситуации «ты вцепишься в одного из них, а они все в тебя» и, как правило, охоту прекращает. Вопреки кажущейся свирепости, обезьяны в естественных условиях избегают драк. Их поведение напоминает пикник большого семейства, где временами ворчат и отвешивают подзатыльники, но все друг друга любят. Пока молодежь прыгает и скачет, взрослые предпочитают отдохнуть в удобной позе. Самые главные павианы лежат на спине, задрав ноги и обхватив пятки. Вероятно, это обезьянья йога. Чем старше особь,
тем лучше движение. Если молодые напоминают неуклюжих собачек, то у старых появляется необыкновенная грация, а наиболее царственная походка у вожака, неторопливая и мощная. У павианов и зубы не последнего размера. Клыки некоторых приматов крупнее, чем у леопарда. Однако они вовсе не задаются целью калечить своих ближних. Напротив, можно сказать, что хорошо воспитанные обезьяны понимают друг друга с полуслова и избегают телесных наказаний. Часто достаточно одного взгляда. Здесь срабатывает важный закон агрессии, полезный для выживания группы, который Конрад Лоренс сформулировал так: лучше демонстрация угрозы, чем прямое нападение. Для того, чтобы погасить агрессию, приматы используют буферы, дружелюбные действия, главный из которых подставить зад. Жертва нападения может помчаться с жалобой к старшему или наоборот прижать к себе детеныша, что обезоруживает нападающего. Еще одно средство общения буфер агрессии – груминг или взаимное обыскивание. Кто-то скажет: подумаешь, ищут блох. Однако обезьяны копошатся друг у друга в шерсти не из гигиенических соображений. Это словно неторопливая беседа, выражение симпатии, способ приветствия. Многие семейные проблемы решаются посредством груминга. А это мандрилы или сфинксы. Вместе с дрилом у них свой род мандрилов. Окрас мандрилов один из самых ярких и разноцветных среди приматов. Костные борозды, тянущиеся вдоль носа, окрашены в голубой или синий цвет. Нос ярко-красный. По бокам лица шерсть и борода из белых, желтоватых, иногда оранжевых волос. Шерсть на туловище и в задней части головы от бурой до темно-коричневой. Цвет кожи на ягодицах от красно-синего до голубого, иногда фиолетовый. Самки окрашены намного бледнее. Дрил внешне очень напоминает мандрила, но у него менее яркая окраска лица. Безволосое лицо дрила черного цвета с удлиненной передней частью и костными бороздами, расположенными вдоль носа. Кроме того, оно окаймлено белыми волосами. Остальная шерсть окрашена в темно-коричневый или черный цвет. Мандрил – сравнительно крупная обезьяна. Самцы имеют рост около 80 см и массу до 30 кг, иногда даже до 50, рост самок 60, вес 15. Хвост у мандрилов короткий, и средняя продолжительность жизни на воле точно не установлена, но в неволе же мандрилы могут жить до 30 лет. Ареал – влажные экваториальные леса Камеруна, Габона, Республики Конго. А это красавица Гелада, обитающая исключительно на горных плато Эфиопии. Самым заметным признаком Гелады является безволосое пятно на груди, которое в брачный период приобретает особенно ярко-красный цвет. Гелады являются единственными обезьянами, у которых на груди есть это пятно. У гелад коричневая шерсть, имеющая с нижней стороны тела более светлый оттенок. Морда округлая и отличается от морд павианов ноздрями, расположенными по бокам. Гелады достигают величины до 75 см. Длина хвоста с кисточкой на кончике почти такая же. Масса самцов составляет около 20 кг, и они заметно тяжелее самок, чья масса около 15 кг. Помимо этого, самцы обладают впечатляющей гривой для защиты от зубов соперников. Гелады очень громкие обезьяны. Частота их голоса совпадает с частотой голоса человека. Кроме того, они, как и люди, меняют интонацию. А питаются гелады главным образом травой и семенами. Их пища, однако, разнится в зависимости от времени года. В сезон дождей, когда травы в изобилии, они являются единственной пищей гелад. В засушливые периоды геладам приходится питаться корнями и клубнями. Большие пальцы гелад весьма подвижны и позволяют хватать отдельные травинки. А это мангобеи, или черномазые обезьяны. Довольно крупные четвероногие обезьяны с защечными мешками и глубокими впадинами под скулами. Живут преимущественно на деревьях в тропических лесах экваториальной Африки, от Гвинеи до Кении, вблизи водоемов. Мангобеи очень социальные животные. Они общаются друг с другом с помощью специального голосового мешка. И иногда эти вокализации могут быть довольно громкими, особенно у самцов. Мангобеи питаются семенами, фруктами и листьями. И это, дорогие друзья, было подсемейство мартышковые. А впереди нас ждет подсемейство тонкотелых обезьян, куда входят тонкотелые обезьяны, колобусы, гульманы, кази, семиасы и носачи.
Тонкотелые обезьяны живут, как правило, на деревьях. Некоторые виды, тем не менее, встречаются и на земле. Их сферами обитания являются различные климатические зоны. Например, тропические леса, мангровые, горные леса и саванны. Однако в ареал не входят засушливые регионы. Представители подсемейства живут в группах, среди которых встречаются разные социальные формы. Тонкотелые обезьяны почти исключительно травоядные и питаются главным образом листьями, лепестками и фруктами. Изредка едят насекомых и других мелких животных. Поскольку в рационе тонкотелых преобладает трудноперевариваемая листва, у них сложный многокамерный желудок, подобный характерному для жвачных. Колобусы или гвирецы обитают в основном в экваториальной и Восточной Африке. Это уникальное явление среди обезьян Старого Света, так как в их кисти отсутствует большой палец, одна из самых существенных особенностей приматов. Тем не менее, гвирецы прекрасно владеют своим телом. Когда перескакивают с ветки на ветку, их кисти работают как крючья из 4 согнутых пальцев. Гвирецы идеально приспособлены для того, чтобы раскачиваться и прыгать по вершинам деревьев. И не менее проворны, когда дело касается кормежки. Им достаточно пригнуть ветку и оборвать листья губами. Гвирецы необыкновенные прыгуны. Они могут изменять направление в полете и совершать прыжки с 6 до 10 метров к ветвям нижерастущих деревьев. А в Индии и Юго-Восточной Азии обитают лангуры. Их еще называют гульманами, хануманами, лутунгами в зависимости от региона. Например, ареал распространения всех видов серых лангуров простирается от Гималаев на севере до Шри-Ланки на юге и от Бангладеш на востоке до Пакистана на западе. Основная часть распространения серых лангуров находится в Индии, и все 7 в настоящее время признанных видов имеют, по крайней мере, часть своего ареала в этой стране. И это тоже лангуры, только обитают они на Тайско-Малайском полуострове, на Суматре, Борнео, Яви и более мелких близлежащих островах. Еще их называют сурилисы, довольно маленькие стройные приматы. Их мех сверху коричневый, серый, черный или оранжевый, а снизу беловатый или сероватый, иногда также оранжевый. Некоторые виды имеют меховые узоры на голове или бедрах. Они отличаются от других лангуров характеристиками в форме головы, особенно слабо развитыми или отсутствующими надбровными дугами и выступающими носовыми костями, зубами и размером маленьких больших пальцев. Это дневные обезьянки. Они проводят почти всю свою жизнь на деревьях. Рацион сурили состоит из листьев, фруктов и семян. Они живут группами до 20 особей, обычно 10 или меньше, состоящими из самца, нескольких самок и их детенышей. На Цейлоне и в Индии лангуры часто как священные обезьяны живут в храмах, где их кормят, охраняют. Но, конечно, не всем тонкотелым так везет. Обезьяны, живущие вдали от людей, большую часть времени проводят на земле, но спят и спасаются на деревьях. Причем при опасности не могут и убежать. Бегают на четвереньках, развивая скорость до 35 км в час, и ускакать могут, совершая 10-метровые прыжки. А это что за носачи? Так и есть, это обыкновенный носач или кахау, живущий исключительно на острове Калимантан или Борнео. Самым бросающимся в глаза признаком носача является его крупный нос, похожий на огурец, который, однако, имеется только у самцов. Шерсть носачей на верхней стороне желтовато-коричневая, на нижней стороне она окрашена в белый цвет. Руки, ноги и хвост серого цвета, а безволосое лицо красное. Размер носачей достигает до 75 см. Хвост примерно столь же длинный, как и туловище. Масса самцов колеблется до 20 кг, вдвое больше, чем масса самочек. Назначение крупных носов у самцов до сих пор неизвестно. Возможно, он служит для привлекательности. Чем больше нос, тем больше шансов впечатлить и завоевать самочку. По другой версии, размер носа определяет статус самца в группе. Самцы, обладающие крупными носами, занимают более высокое положение среди сородичей. Так что нос имеет не последнее значение. С мартышками разобрались. Переходим к гоминоидам или человекообразным обезьянам. Стоит обратить внимание, что при сходстве терминов «человекообразные» и «человекоподобные» в науке они имеют разный смысл. Первые являются одним из подразделений вторых, включают гиббонов, пангит,
орангутан, горилла, шимпанзе, бонобо или карликовый шимпанзе, и гоминид, как его еще называют, человека. Но обо всем по порядку. Начнем с малых человекообразных. Это гиббоны. Семейство приматов, обитающих в Юго-Восточной Азии. Ареал, в котором встречаются гиббоновые, простирается от северо-восточной Индии, Мьянмы и Южного Китая до Малайского полуострова и индонезийских островов Калимантан и Ява. В более ранние времена гиббоновые были распространены на значительно большей территории. В начале второго тысячелетия они встречались почти во всем Китае. Гиббоновые являются бесхвостыми приматами, а латинское название означает «жители деревьев», отражая сферу обитания гиббонов, которые водятся исключительно в лесах. Благодаря длинным рукам и большим пальцам, расположенным гораздо ниже, чем у других приматов, они отлично приспособлены к жизни на деревьях. Особенно заметно то, что их передние конечности значительно длиннее, чем задние. Это обстоятельство позволяет им передвигаться с помощью брахиации, то есть передвижением только с помощью рук. Гиббон раскачивается на ветке на руках, перебрасывая на другую ветку, а ноги при этом никак не участвуют. Специализация брахиации у гиббонов так велика, что они не могут передвигаться по земле на 4 ногах, и при необходимости спуститься на землю ходят на 2, поднимая руки вверх. Самый большой гиббон, сиаманг, отличается срастанием пальцев на руках, отчего образуется крючок, удобный при брахиации. За такое строение рук сиамангов называют еще симфалангами. У других гиббонов может почти полностью редуцироваться большой палец на руке. Гиббоны уникальны своими вокальными способностями. Они поют по утрам на вершинах деревьев. У некоторых видов, особенно у сиаманга, для этого есть даже увеличенные горловые мешки. Живут гиббоны семейными группами. В отличие от большинства приматов, у некоторых видов гиббонов самцы, самки и детеныши имеют разную окраску. Гиббоны – животные мирные, драк не любят, но пограничные конфликты у них все-таки возникают. Пение пением, петь можно и вместе, а территория у каждой семьи должна быть своя. Но эти конфликты, как правило, разрешаются относительно мирно. Покричат гиббоны друг на друга, помашут руками и договорятся. В своей же семье гиббоны не только драк не допускают, ссоры у них и то редки. Обычно они очень внимательны и дружелюбны друг к другу. Если в семье есть престарелые обезьяны, не способные самостоятельно добывать пищу, другие члены семьи приносят им еду. А это орангутаны. Только на 2 островах Суматре и Калимантане живут эти обезьяны. Орангутаны спокойные и никуда не спешат. Живут высоко на деревьях в компании себе подобных и не торопясь путешествуют по лесу. Протянув свои длинные руки, у самцов они в размахе более 3 метров, сначала ощупывают прочность веток и лишь затем перебрасывают все тело. Они не прыгают, а скорее ходят по деревьям, переходя с одной на другое, с сучка на сучок. Правда, при необходимости они могут двигаться довольно быстро, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Орангутаны тоже часто передвигаются с помощью брахиации. На большом пальце стопы у орангутанов часто нет ногтя. Редукция вследствие адаптации к древесному образу жизни. Орангутаны иногда используют орудия труда, например, делают из листьев зонтики от дождя, хотя их образ жизни не способствует развитию трудовых навыков. Социальная структура современных орангутанов сильно нарушена человеком. Раньше, по-видимому, орангутаны были сравнительно социальными животными, но в настоящее время на Борнео они живут поодиночке. На Суматре их первоначальный образ жизни сохранился лучше. Самец контролирует большую территорию, которая включает участки нескольких самок с детенышами, хотя пары образуются только на период размножения. Самцы гораздо крупнее самочек и отличаются большими горловыми мешками и кожными наростами по бокам головы. Время от времени орангутаны спускаются на землю. Правда, без необходимости делать этого не любят. По земле ходят на четвереньках, точнее опираясь на согнутые пальцы передних конечностей. Ночи проводят на деревьях, сделав примитивные гнезда. В развилке на высоте примерно до 20 метров. Горизонтально укладывают наломанные ветки и утрамбовывают их. У каждой обезьяны собственное гнездо, только мамаша с детенышем спит в одном гнезде. Орангутаны, как мы поняли, живут в Азии. Другие человекообразные обезьяны, гориллы и шимпанзе, в Африке.
Гориллы – самые крупные обезьяны в мире. Рост взрослых самцов колеблется в среднем от 140 до 175 сантиметров. Встречаются особи ростом 2 метра. Ширина плеч у самцов гориллы около метра. Масса самцов в среднем 150 килограммов. Как у орангутанов, половой диморфизм, различия самцов и самок, у горилл выражен очень резко. Самцы почти вдвое крупнее. Сложение горилл массивное, сильно развита мускулатура. И обладают они огромной силой. Гориллы крупнее и сильнее человека и большинства животных, отчего не имеют в природе врагов, кроме людей и иногда леопардов. Вероятно, это привело к уменьшению стимулов к эволюции и развитию интеллекта, хотя потенциально гориллы крайне умны. По земле они передвигаются на четвереньках с опорой на согнутые фаланги пальцев. Старые доминантные самцы приобретают серебристый цвет спины. Они контролируют группу, в которую входит гарем из нескольких самок с детенышами, а также молодые самцы. Когда эти молодые самцы подрастают, они образуют свою группу, уводя самок у патриархов. Основу питания горилл составляет растительная пища. Плоды и орехи выступают дополнением к основному рациону. Животная же пища, главным образом насекомые, составляют в меню небольшую долю. Гориллы также используют в питании различные минеральные добавки. Поедают, например, некоторые разновидности глины, компенсируя тем самым недостаток солей в пище. Пить гориллам почти не приходится. Сочная зелень не без того содержит достаточно влаги. Водоемов и вообще воды по возможности избегают, а дождь недолюбливают. Соседями горилл по континенту являются шимпанзе. Их два вида – обыкновенный шимпанзе и карликовый, также известный под названием бонобо. Бонобо или карликовый шимпанзе известен давно, но описан как отдельный вид сравнительно недавно, в 1928 году. Несмотря на свое название, по размеру он не меньше шимпанзе обыкновенного, но уступает ему в плотности телосложения. Бонобо встречается только в Центральной Африке, к югу от реки Конго, во влажных лесах Демократической Республики Конго, в Центральной Африке. Самец обыкновенного шимпанзе достигает высоту в выпрямленном состоянии до 170 см и весом до 70 кг, а самка поменьше до 50. Руки шимпанзе длиннее его ног. Вытянутые руки обыкновенного шимпанзе в 1,5 раза превышают рост тела. Бонобо немного короче и стройнее обыкновенного шимпанзе, но имеет более длинные конечности. На деревьях оба вида перемещаются своими длинными мощными руками. При ходьбе опираются не на ладонь, как другие четвероногие, а на верхнюю поверхность пальцев. За исключением лица и внутренней части рук и ног, все тело животного покрыто длинными грубыми темными волосами. Живут обычно в группах, состоящих из 10-12 особей. Шимпанзе во многих деталях поведения похожи на человека, и чем дольше изучают их этологи, люди, занимающиеся поведением животных, тем больше выявляется это сходство. Шимпанзе иногда кооперируются для охоты на мелких животных, мартышек или антилоп-дукеров. Они используют палочки для выуживания муравьев и термитов из пней. При этом в некоторых группах принято специально обкусывать такие палочки. Иногда термиты выкапываются с помощью палки, используемой как лопата, даже с упором ногой, в торчащие в бок ветки. Другие шимпанзе раскалывают орехи камнями. Камни при этом не обрабатываются, но подыскиваются определенной формы. Один камень служит наковальней, другой молотком. Шимпанзе хранят эти камни в удобных местах и, возвращаясь на место после отсутствия, отыскивают старые орудия, а не находят новые. Третьи шимпанзе изготавливают из широких листьев кружки для воды или делают из жеванных листьев губки для собирания воды из пней. Недавно описано изготовление шимпанзе копий, заостренных с помощью зубов и используемых для охоты на галага. Существуют особые традиции использования подобных орудий, свойственные отдельным популяциям обезьян. По сути дела, культуры. Поскольку у шимпанзе достаточно легко совершается переход особи из одной группы в другую, культурные навыки могут передаваться из стаи в стаю, но могут и теряться, если ни один представитель молодого поколения не научился им. Традиции существуют и в области общения. Например, отличаются способы приветствия. Есть даже группы шимпанзе, в которых принято рукопожатие. Пристальный взгляд и оскал у обезьян, как и у человека, означают угрозу, а ласковое прикосновение и поглаживание – дружелюбие. Наконец, они умеют смеяться. Скорее всего, у них есть свои юмористы. Группы шимпанзе обладают определенным участком леса, однако состав самой группы не постоянен. Отдельные особи могут
достаточно свободно переходить из стада в стадо. Внутри группы есть также иерархия, однако она далеко не столь жесткая, как у павианов. Каждая особь может завоевать авторитет сородичей не только путем применения силы, но также благодаря сообразительности. Так известен случай, когда самец шимпанзе, стоявший на низшей ступени социальной лестницы, добился места вожака, догадавшись напугать соплеменников громыханием пустых канистр из-под керосина, украденных у исследователей. Интеллект шимпанзе, по данным научных исследований, приблизительно соответствует таковому 3-4-летнего ребенка. Впрочем, нельзя и переоценивать способности обезьян. Так настоящей орудийной деятельности у них не существует, поскольку у них преобладает деструктивное поведение, а конструктивное находится лишь в зачаточном состоянии. Шимпанзе не способны долго и целенаправленно обучаться. Передача культурных навыков и закрепление нововведений происходит во многом случайно. Часто полезные знания утрачиваются. Уровень кооперации и действий стоит на весьма низком уровне. Шимпанзе крайне редко делают что-то сообща, с единой целью. Обычно такая кооперация возникает лишь в случаях крайней необходимости и моментально прекращается в момент, когда шимпанзе чувствует, что может справиться с делом и в одиночку. Таким образом, современные шимпанзе могут служить лишь общей моделью наиболее ранних ступеней эволюции предков человека. Этот уровень примерно соответствует выходу предков человека из тропических лесов в саванны и возникновению прямохождения. Современный человек довольно резко выделяется из прочих гоминоидов одними признаками и крайне схож с ними по ряду других, почему классический и выделяется в отдельное семейство. Да, дорогие друзья, человек разумный – это самый многочисленный и широко расселенный вид из всех приматов, включая Антарктиду. Правда, популяция в Антарктиде, в отличие от пингвинов, небольшая, в районе 5000 человек, а зимой и того меньше. Скорее всего, мигрирует туда, где потеплее. Он входит в род Homo. Это значит, что мы принадлежим к той же эволюционной ветке, что и наши древние предки. Мы часть семейства гоминид, то есть родственники шимпанзе, гориллы, орангутанов, но с парой отличительных черт. Главное из них – это умение ходить на двух ногах, разговорная речь, использование орудий и, пожалуй, самое главное – разум, который мы получили благодаря большому и сложно устроенному мозгу. Этот мозг делает нас способными не просто выживать, а размышлять, планировать, фантазировать и учиться на опыте. Люди очень социальные существа. Мы почти не существуем поодиночке. Нам нужно общество, общение, отношения. Мы живем в сложных сообществах, от семей до целых стран. Мы дружим, торгуем, строим союзы, участвуем в соревнованиях. И все это рождает то, что мы называем культурой. Правила, традиции, мораль, язык, искусство. Человек всегда стремился понять мир, в котором живет. Почему гремит гром? Что находится за горизонтом? Что такое жизнь и смерть? Эти вопросы стали началом науки, философии, религии, мифов. Всего того, что делает нас не просто биологическими организмами, а существами, ищущими смысл. Кто-то спросит, так мы от обезьян произошли или все-таки нет? На что отвечу? Нет, порадовав сторонников других теорий. Но рановато. Уже примерно 45 миллионов лет мы обезьяны. Почему? Потому что относимся к инфраотряду обезьянообразных. С тех пор и по сей день мы обезьяны и останемся ими, пока вообще существуем как биологический вид. То есть мы не произошли от обезьян. Мы сами и есть один из видов обезьян. Не бывшие обезьяны, не похожие на обезьян, а самые настоящие. Более того, в каком-то смысле мы до сих пор и рыбы. Просто очень сильно изменившиеся рыбы. Потому что 400 миллионов лет назад мы действительно произошли от древних рыб, и это до сих пор видно, если взглянуть на нашу анатомию. Позже, где-то 40 миллионов лет после этого, некоторые из этих рыб вылезли на сушу, и понеслось. А человек, по сути, это обезьяна-мутант, которой надоело зависеть от деревьев и жить среди них. Мы пошли дальше, своим путем, построили города, ракеты и смартфоны, но остались обезьянами, просто со странными идеями и мыслями в голове. А кто не согласен, почему не сказать несколько слов о том, такой уж человек разумный, каким себя считает, на что человек обычно закрывает глаза, говоря, что это не он, а кто-то другой.
Мы единственный вид, который может пытать, не просто убивать, а делать это методично, с преднамеренной жестокостью. И не только людей. Мы берем больше, чем нужно, разрушаем экосистемы, леса, выкачиваем нефть, губим океаны. Только за последние 500 лет человек напрямую уничтожил более 900 видов животных ради еды, кожи, бивней, суеверий, иногда даже просто ради забавы или коллекции. Человек живет здесь и сейчас, попутно загрязняя планету, создавая острова из мусора, закрывая на это глаза. Почему? Да потому что мало. Всегда мало. И эта ненасытность делает нас врагами всего живого. Мы делим мир на своих и чужих. Часто по совершенно бессмысленным признакам. Цвет кожи, форма глаз, акцент, религия. Они думают иначе. Они не такие, их нужно уничтожить. И на этом страхе, добавляя непомерную жадность, устраиваем войны, строим тюрьмы и стены. Миллионы километров заборов. Как между границами стран, так и в собственной голове. И обладая памятью, мы постоянно забываем ошибки прошлого и наступаем на те же грабли. Мы не любим правду, мы выбираем иллюзии, чтобы не видеть реальность. И часто уничтожаем тех, кто пытается ее показать. И возможно, человек не так далеко ушел от своих родственников, на которых он поглядывает свысока. По крайней мере, они не разрушают дом, в котором живут. А может быть, мы так и не вышли из джунглей, просто построили их из бетона. И хотелось бы верить, что человек, благодаря своему разуму, сумеет выбраться из той западни, в которую сам себя загнал. Что разум не просто инструмент, а путь вверх. Хочется думать, что разум – это не только умение считать до 10, но и умение чувствовать, беречь, понимать, прощать, созидать. Что мы, как вид, со временем научимся не только летать на Марс, но и жить друг с другом без ненависти на своей родной планете. Жить с природой без разрушения, понимая, что на ней живет не только человек, а огромное количество других живых существ, включая и его ближайших родственников, таких разных, но таких похожих на него самого, обезьян. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.